Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы постараемся с вами разобраться, какие из компактов с эквивалентом 28 мм и матрицей APS-C круче. Составим своего рода рейтинг моих предпочтений, потому что на сегодняшний день я попробовал уже все существующие компакты такие, в цифровую эру имеется в виду, которые выходили. Понятное дело, что про пленочные какие-то мы разговаривать не будем. И, конечно же, про каждую камеру, про которую я сегодня буду рассказывать, есть на канале отдельный обзор уже, полноценный, некоторые там минут по 40 даже, то есть там реально есть про что поговорить. Но сегодня пробежимся коротенько, просто просили у меня подобное видео составить. И за пределами нашего рейтинга мы, конечно, оставим серию Leica Q, потому что, во-первых, они и не то чтобы очень уж компактные, и не то чтобы очень уж легкие камеры получаются. По сути, она выглядит как такая плюс-минус, как Leica M, который просто навсегда приделали объектив 28 мм f1.7. И это, безусловно, интересная серия, с этим вообще я не спорю, но просто в рамках этого рейтинга она будет совсем неуместна, еще и по причине того, что она очень и очень дорогая относительно остальных компактов, про которые мы разговариваем. Сейчас, правда, и на вторичке какие-то сумасшедшие цены на все, все-таки не такие большие, как на серию Leica Q. Я первую Leica Q тестировал, и вторую уже тестировал, третью я пока что в руках не держал. И первая Leica Q не то чтобы была ужасна, но она все-таки была очень-очень давно, и в ней прям приличное количество косяков, много что в ней было сделано довольно криво, косячно. Во второй же модели уже действительно была проведена хорошая, качественная работа над ошибками, и вот вторая Leica Q мне уже понравилась. Я думаю, что Leica Q 3 должна быть вообще прямо супер охуенно хороша, но оставим эти камеры, в общем, за рамками сегодняшнего разговора. Все-таки Leica Q, реально не карманные. Давайте все-таки будем говорить действительно про компактные камеры. И поставим мы их в по-настоящему рейтинговом порядке, то есть от самой худшей к самой лучшей, на мой взгляд. И посмотрим, что у каждой из этих камер было хорошо, что было плохо, какие были удачные решения и какие были, не самые разумные, так сказать, применены. На последнем месте нашего рейтинга оказывается камера Fujifilm X70. И это не значит, конечно же, что она прямо какая-то супер чудовищно ужасная или что это прямо просто невыносимое говнище. Нет, ни в коем разе не хочу этого утверждать. Просто по ряду характеристик Fujifilm X70 оказывается похуже сегодняшних конкурентов, с которыми мы будем его сравнивать. И, к сожалению, если вот так в общем и целом на него посмотреть, камера будет все-таки действительно на последнем месте. Впервые я ее пользовался в 2017 году, когда она вышла, собственно, там я ее купил за собственные деньги, пользовался где-то в районе полугода, потом от нее избавился и продал, потому что она показалась такой лишней, чисто поигрался и хватит. И второй раз я еще использовал ее в 2021 году, когда делал обзор на эту камеру, мне тогда ее предоставил один из подписчиков. В общем, было хорошо и приятно освежить свои воспоминания об этой камере, вспомнить, что в ней было хорошо, что плохо как раз таки. И главное, пожалуй, отличие от остальных компактов, про которые мы сегодня будем разговаривать, у X70 в том, что у него есть откидной экран. Причем откидной экран довольно неплохую конструкцию имел, достаточно прочненькую. Можно было его в селфи-режим перевести, откинуть вверх и самого себя сфоткать или себя с друзьями как-то сфотографировать какими-нибудь. Также важно упомянуть, что этот экран был уже сенсорный. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще первый сенсорный экран у всех Fujifilm среди всех их моделей. Конечно же, такая конструкция, она отчасти тоже корпус делала чуть шире, чуть более громоздким. И вообще X70 не был уж очень маленьким, он все равно был такой, казалось, чуть-чуть уменьшенной версией X100T какого-нибудь. У меня на тот момент под рукой был только X100S, я вот сделал несколько снимков в тот момент, когда они у меня были оба одновременно, для сравнения, чтобы вы понимали, какая разница в габаритах, и X100S довольно все-таки не маленькая камера, в общем-то. И получается, что X70 это самый крупный компакт из тех, что мы сегодня имеем в рейтинге. Пускай это звучит, как оксюморон, крупный компакт, но реально все-таки это не гигантская камера уж прям запредельно, но среди всех, что сравниваем, он самый большой. И весил он довольно
довольно-таки прилично, целых 340 граммов, в тот момент, да, когда его прямой конкурент, недавно вышедший Ricoh GR2, весил всего лишь 220 граммов. Ну и плюс к недостаткам его я бы также отнес, ну, к общей этой, да, громоздкости, отнес бы и его управление в классическом таком стиле, когда у тебя тонюсенькое колечко диафрагмы вокруг объектива, и у тебя отдельные колечки на корпусе находятся под экспокоррекцию и под выдержки, и вообще, в общем, камера, конечно, в классическом стиле это выглядит стильно, собственно, да, это выглядит красиво и симпатично, но в рамках именно философии таких подобных вот компактов, маленьких, почти что карманных камер, да, или буквально карманных, все же это не так оперативно и не так удобно, как хотелось бы. Объектив X70 имеет нескладную конструкцию, то есть он всегда такой маленький, аккуратненький, и он, конечно, при фокусировке ходит немножко взад-вперед, но, тем не менее, если он постоянно не раскладывается, не складывается, это означает, что он пыль не сосет, что, в общем-то, замечательно, но инженеры почему-то или не захотели, или не смогли сделать так, чтобы у него были автоматически открывающиеся какие-то шторки, и поэтому объектив нужно было постоянно, если ты переносишь, закрывать металлической крышечкой с бархатом внутри, и эту крышечку легко было проебать, и вообще, в принципе, крышечка это очень неудобная. В итоге, чтобы решить этот вопрос с крышечкой, чтобы постоянно о ней не думать и не, ну, как бы не надевать, не снимать ее, я прикрутил через переходник туда бленду специальную металлическую и светофильтр еще в нее вкрутил, и все. В общем-то, я защитил передний элемент от пыли и каких-либо там, да, механических повреждений. Но опять же, такая вот пристройка, она еще увеличила габариты камеры дополнительно. Но мне все же было важнее в данном случае оперативно что-то начинать снимать, сразу быть всегда готовым к съемке. Цвет в RAW у X70 был довольно-таки дерьмовенький, ну и вообще, в принципе, он там в те времена у Fujifilm звезд с неба не хватало. В принципе, и сейчас не сильно поменялось что-то в лучшую сторону. У Fujifilm как-то от камеры к камере бывают сильные прям отличия. То у одной более-менее нормальный баланс белого, то у другой автоматический баланс белого прямо отвратительный. Вот у X70 он был не совсем уж ужасный, да, но так себе, честно говоря. И это решалось, наверное, отчасти только внутрикамерными JPEG-ами, которые ты мог под себя настроить по умолчанию, потому что они, опять же, выглядят чудовищно говняно, там какие-то перекрученные, пережаренные цвета вообще непонятные, невразумительные. Но если с ними поиграться, если там ползунки внутри настроек их подергать, под себя рецепты какие-то понастраивать, в принципе, добиться от него удобоваримой, приятной картинки вполне себе можно. Но я-то не люблю снимать JPEG, мне хочется все-таки иметь более гибкую картинку на выходе из камеры, и поэтому я так немножечко пострадывал. Ну и, в общем-то, X70 получилась довольно громоздкой, довольно тяжелой, с сомнительной немного эргономикой, с так себе цветом из камеры. К тому же объектив 18,5 мм f2.8, который там был, ну, собственно, эквивалент 28 мм, он, ну, тоже как бы не супер крутой, с серией какой-нибудь Ricoh GR он сравниться, ну, ни в коем разе не мог по качеству картинки, потому что там и углы мальноваты, и хроматических операций довольно приличное количество. Я их вообще в обзоре на X70 в лоб сравнивал, и вы могли там увидеть разницу прямо ощутимую, прямо, ну, очень сильную по качеству картинки. В середине, в принципе, у X70 все нормально, а вот углы, ну, прям мыльные даже до f5.6. Ну, все это, в общем-то, по большому счету, мои личные придирки, я такой там прямо любитель совершенства какого-то. Нет, X70 это не абсолютно прям уж там страшно ужасная камера какая-то, и что, я не говорю ни в коем разе, что нельзя получать от нее удовольствие, можно вполне, и можно вполне себе получать на нее нормальные снимки, вполне, как сказать, удобоваримого вида. Но мне эта камера просто меньше всех из них нравится, и она поэтому находится на последнем месте. Вышел Nikon Coolpix A тоже в 2013 году, как и самый первый Ricoh GR с APS-C матрицей, и они были действительно хорошими, достойными конкурентами друг для друга, по крайней мере, уж точно по качеству картинки, потому как у обеих этих камер отличные, прекрасные, резкие, просто замечательные объективы. И у них у обоих стоит одинаковая матрица, одна из самых удачных в те года матриц, которые выходили. Соневская матрица на 16 мегапикселов, без сглаживающего фильтра, от чего картинка, конечно же,
очень резкая. У Nikon Coolpix A был также и классный цвет из камеры, и вообще эта камера была достаточно универсальная. На нее можно было снять и там какой-нибудь стрит, и макро, и пейзаж, и какие-то просто путевые заметки, абсолютно любые вещи ей, в общем-то, подвластны. Единственное, что там, да, когда она только вышла, у нее был такой смешной косяк, что объектив, у него была минимальная дистанция фокусировки, напомню, 28 мм в эквиваленте, минимальная дистанция фокусировки была полметра. Это довольно далеко, что меня немного фрустрировало, но потом я догадался, что вообще можно вообще-то прошивку обновить, потом выходила, оказывается, прошивка на него чуть позже, которая это исправляла, и фокусировка становилась вне макрорежима, я имею в виду просто 30 сантиметров уже, что уже, в общем-то, не так плохо. Ну, а дальше, если там тебе нужно поближе куда-то, да, сфокусироваться, то переключаешься просто в макрорежим, и это решает все вопросы. Ну, у него был далеко не идеальный контрастный автофокус, который или мог иногда промахнуться, то есть отрапортовать тебе, что он попал, вроде бы зелененьким отметить, но на самом деле он типа не попал, потому что, не знаю, камера тупанула, или мог слишком долго наводиться, то есть линзы гонять туда-сюда слишком продолжительное время, и ты мог упустить какой-нибудь важный кадр. Ну, это иногда действительно расстраивало. Ну и с эргономикой там тоже было не все гладко. Во-первых, что сразу же ты ощущал некоторый дискомфорт от того, насколько там нестандартный и не очень удобный рычажок включения был. К нему требовалось некоторое время привыкать. И даже когда ты уже привык, иногда ты мог случайно не включить камеру, когда тебе это нужно с первого раза. И я не знаю, кто там, или инженеры, или кто там, дизайнеры думали над тем, как расположить кнопки, и они зачем-то сделали с левой стороны от экрана еще ряд кнопок, причем довольно важных некоторых из них. Потому как большинство подобных компактов, они проектируются все-таки с целью того, чтобы ты использовал ее одной рукой, правой. Чтобы тебе не нужно было перехватываться второй рукой как-то. Это же не здоровая какая-то камера, где тебе надо что-то там еще поддерживать. Ты с одной руки берешь, снимаешь как бы и все настройки меняешь. Ну, у того же Ricoh GR это именно так и устроено, и это прям удобно и прекрасно. А вот у Nikon Coolpix A там почему-то подумали, что отличная идея слева расположить кучу кнопок, и самая верхняя, самая главная из них еще и была экспокоррекцией, к которой ты все-таки действительно часто обращаешься при постоянно каких-то меняющихся, когда ты спонтанно что-то снимаешь условиях. И, ну, блин, это немножечко тоже раздражало. Еще довольно странное решение, опять же, для расположения рычажка, такого слайдера, который находился на левой грани, опять же, что тоже уже неудобно, но он еще и отвечал за переключение между автоматической фокусировкой, мануальной фокусировкой и макро. И в макро ты, на самом деле, ну, частенько все-таки я, по крайней мере, да, переключаться хотел. И макро находится ровно посередине в этом слайдере, и ты постоянно мимо него проскакиваешь, когда переключаешься. Ну, то есть, мало того, что оно просто слева, как бы, что вообще не в кайф, так и ты еще постоянно, сама суть вот этого переключения, она очень плохо реализована, и ты проскакиваешь мимо того, что тебе нужно. Но даже несмотря на все эти какие-то такие небольшие недочеты, я считаю, что Nikon Coolpix A был действительно достойным, полноценным, хорошим конкурентом для Ricoh GR. И в Nikon вообще-то могли сделать какую-то работу над ошибками, выпустить продолжение этой серии какое-то, сделать более совершенной, более удобной следующую камеру, но продолжения Nikon Coolpix A никакого в дальнейшем не имел, к большому сожалению. В те времена все-таки, да, там 2014-2015 год у Nikon был такой период довольно не слишком уж удачный, прямо скажем. И, в общем, в этот момент они отменяли кучу каких-то камер, затягивали пояса и вообще всячески какие-то там сокращения делали. И вообще, короче, компания сильно претерпевала в этот момент. Поэтому тогда им было не до вот таких вот каких-то статусных вещей, не до таких вот камер, которые делаются по большому счету для выебона, что вот мы так можем, вот мы можем сделать крутой премиальный компакт. Им было не до того. Сейчас, конечно, Nikon уже поднялся немножко с колен, у них вроде бы все в порядке, они выпускают отличные камеры, Z-Bayonet новые запустили, беззеркалки у них поперли. Я сейчас снимаю себя, в общем-то, на Nikon Z30, например. И, в общем, все
у них сейчас нормально, но в данный момент, наверное, я думаю, что как в компании, так и, может быть, рыночек не особо заинтересован в том, чтобы выходила подобная камера, как Nikon Coolpix-A. И вновь в нашем рейтинге у нас компания Fujifilm. На последнем месте был X70, и он прямого продолжения какого-то не получил в дальнейшем, потому что, ну, посчитали они, там, да, как-то покалькулировали, не знаю, там, поразмыслили и посчитали, что это не очень удачный опыт был, но зато появился XF10, и он у нас находится на почетном 3-м месте, и на первый взгляд он, наверное, кажется каким-то таким облегченным, упрощенным переосмыслением X70. Хотя это на самом деле и не так, потому что из общего у этих двух камер только фокусное расстояние, один и тот же объектив, буквально тот же самый объектив, со всеми его недостатками, с мальноватостью по углам, с хорошей резкостью посередине, с нескладной конструкцией и без автоматических шторок. То есть, в принципе, все, что я говорил про объектив у X70, справедливо и для объектива, который у XF10 стоит. Но в остальном камера совсем другая, она гораздо более удачная, на мой взгляд, с точки зрения управления, потому что в ней отказались от этого дурацкого управления под ретро с закосом, да, с этими отдельными крутилками под какие-то изменения параметров. Убрали откидной экран, но зато очень сильно развили как раз-таки тач-управление, то есть здесь кое-какие функции вообще повесили на свайпы по экрану. Добавили сюда джойстик, которым тоже, в общем-то, достаточно удобно на подобной камере пользоваться. Но, опять же, если мы говорим об упрощении, то да, и у объектива тут убрали возможность устанавливать бленду, и теперь он закрывается совершенно какой-то убогой пластмассовой крышечкой, а не металлической красивой. Но камера стала при этом гораздо легче и гораздо меньше по размерам. И еще важнейшее отличие — это то, что у XF10 стоит не X-Trans матрица, вот эта, да, фирменная фишечка такая, скорее маркетинговая от Fujifilm, а обычная матрица на 24 мегапикселя, скорее всего, соневская, ну, точнее 99%, что это соневская, то есть просто не знаю, с чем конкретно сравнивать, наверное, она скорее как примерно у 6300, наверное, ну, приблизительно. В общем, на 24 мегапикселя, без сглаживающего фильтра, с обычным байеровским расположением цветных фильтров. Что, как мне кажется, довольно положительно сказалось на конечном результате, на качестве картинки из этой камеры прямо сразу по умолчанию. Цвет, потому что у нее стал прям гораздо лучше. Ну, опять же, не супер запредельно крутой, но прям сильно лучше, чем у X70 и у сравнимых Fujifilm'ов других в то же время выходящих рядом. И я вообще заметил такую странную тенденцию, что у Fujifilm камеры, у которых матрицы на байере, они в итоге выдают лучшую картинку и по резкости изображения, и по качеству цветов, и какой-то еще, да, по разным таким параметрам, отвлеченным, да, от этого всего. Лучше почему-то, блин, у них получается с байером, чем с X-Trans. X-Trans, конечно, технология замечательная, интересная и прекрасная, если ты пытаешься ее там кому-то продать, но я так понимаю, что все-таки с байером даже сам Fujifilm лучше обращается, чем с собственным X-Trans. Хотя я еще помню те времена, когда файлы RAW с Fujifilm невозможно было нормально открыть ни одним человеческим проявщиком, ни в Lightroom, ни в Capture One, это все толком не работало, и можно было более-менее как-то RAW-файлы из фуджиков настраивать только там или Silky Pix программой, или RAW-терапией, или еще какими-то извращенными там методами, и поэтому большинство людей подсаживались на фуджовые JPEG, которые тоже, в общем-то, грешили немалым количеством всяких артефактов, там еще каких-то косяков. Ну, сами понимаете, JPEG, он, в общем, такой не идеальный формат. Сейчас-то все главные проявщики уже подружились с Fujifilm, и они там, да, фуджики поделились с ними рецептами, теперь ты можешь, в принципе, снять в RAW, не заниматься вот этим JPEG-дрочевым в камере, как дурачок, а можешь снять в RAW и потом в каком-нибудь Capture One просто выбрать профиль камеры, там, не знаю, соответствующий вот этим настройкам, а дальше уже там накрутить, потому что это все-таки RAW, но просто у тебя применятся настройки к цветам, такие, как у тебя применились бы с их пленочным профилем, который в камере. Абсолютно точно так же все выглядит, только при этом ты можешь файл нормально настроить, что я считаю, в общем, неплохо, даже не то, что неплохо, это очень хорошо. Ну и отвлекся немного от темы, вернемся к нашему рейтингу.
XF10 это не супер какая-то крутая камера, ни разу такого не могу сказать, но у нее действительно не самый худший объектив, у нее удобное фокусное расстояние, у нее хорошая матрица, приятный более-менее цвет, у нее удобное управление, и она, в общем-то, маленькая. Чего еще от компакта такого рода нужно? И самая главная сила, которая у нее есть по сравнению с остальными конкурентами, с остальными, да, кто в рейтинге находится, стоимость, потому что она самая из них дешевая, она дешевле всех, и поэтому она из-за своей доступности и как бы в совокупности с невысокой ценой и вот этими всеми характеристиками, которые у нее, в общем-то, есть в наличии, вполне себе неплохой вариант, я считаю. И это не такой случай, как, например, с Canon RP, за которым бежит толпа долбоебов покупать его, не глядя ни на что, вообще ничего не читая, ничего не понимая, а просто вслепую покупает что-то, что просто оказалось достаточно дешевым. Это вот прям тупость. А здесь нет, совсем не такой вариант, потому что практически все самые главные характеристики у XF10 на вполне неплохом уровне. То есть там ничего вот именно важное не урезано. И все какие-то удешевления, какие-то упрощения в этой камере, они находятся, ну, не касаются, в общем, каких-то важных ключевых моментов, которые важны вот при съемке. Да, Ricoh GR2 на втором месте. Он вышел в 2015 году и стал продолжением и развитием камеры, которая выходила в 2013. Ну, по сути, там корпус особо не меняли, матрица та же осталась, но немножко прокачали процессорные мощности, соответственно, здесь и контрастный фокус стал пошустрее, добавили Wi-Fi модуль для соединения со смартфоном и того, чтобы, ну, для того, чтобы быстро сбрасывать картиночки на телефон, потом выкладывать в соцсети. Ну, первый этот жар сейчас вообще уже не найдешь, наверное, днем с огнем, потому что, ну, вышел он вроде бы всего лишь 10 лет назад, но сейчас уже какая-то редкость. То ли они все повымирали, то ли все люди их, кто хотел, скупил к себе в коллекцию, у кого-то они там стоят на полке, они на них любуются. В общем, я не знаю, очень редко можно увидеть предложение о продаже первого GR, второй еще иногда где-то на вторичке бывает, что проскакивает, потому что он уже тоже дисконтинует, официально в 2020 году его перестали выпускать. Проще, чем первый GR с APS-C-матрицей, даже, наверное, найти какой-нибудь Ricoh GR Digital 4 с 1 на 1.7 матрицей, на которой я, кстати, обзор тоже делал. Ну, в нашем рейтинге он не будет находиться, потому что все-таки это довольно старая уже камера с маленькой CCD-матрицей, ну, безусловно, прекрасно снимающая, с отличной все еще картинкой, но, блин, он и супер редкий тоже уже стал, и у него какая-то цена на вторичке сумасшедшая, иногда он продается дороже, чем GR2, самый современный, что как бы странно. И у GR второго, как и у первого GR, как и у Nikon Coolpix, у него такая же соневская матрица на 16 мегапикселов, без сглаживающего фильтра, очень хорошая, очень удачная, у нее прекрасный динамический диапазон, хорошие показатели шумов на высоких ISO, то есть, ну, прям реально очень хорошая матрица, но настроена она, конечно, несколько иначе, чем у Nikon Coolpix того же. Объектив у него божественно прекрасен во всех абсолютно аспектах, он супер запредельно резкий, у него мало хроматических аберраций, он не боится каких-то бликов, он, ну, прям прекрасен объектив, просто практически само совершенство, резкий, дерзкий, замечательный, без каких-либо дефектов ощутимых, даже в самых сложных условиях на него удобно снимать. У него есть только один минус, с которым точно ты никак не поспоришь, это телескопическая конструкция. Так как он постоянно раскладывается и складывается, со временем он насасывает на матрицу пыль, от которой, ну, просто очень сложно избавиться, потому что, чтобы ее почистить, тебе надо разобрать всю камеру и чистить матрицу. Но это такой вот вынужденный компромисс ради компактности. У GR2 великолепная эргономика, абсолютно прекрасная, тебе не нужно каких-то делать противоестественных действий, каких-то манипуляций непонятных с кнопками, там не надо на камере играть как на пианино, у тебя все управление сконцентрировано под правую руку, и очень быстрый доступ к куче настроек у тебя имеется и через джойстик, вот этот кликабельный adjustment, который там есть, и через все кнопки, которые там есть, просто в наличии, там на крестовине все забидено, то как надо. Камера при этом маленькая и легкая, она выглядит вообще как какая-то, ну, простенькая мыльница, как какой-то несерьезный фотоаппарат, но, конечно же, это волк в овечьей шкуре, настоящий
классный инструмент стрит-фотографа. Но настоящий король стрит-фотографии на сегодня это Ricoh GR3. Он у нас находится на первом месте. Камера выходила в 2018 году, и я тогда ее покупал. Я даже еще предзаказывал эту камеру. Владел ею около года и, к сожалению, был вынужден, из-за нужды вынужден был продать этого малыша, и потом после этого я уже искал какие-то компромиссные варианты, какие-то решения, какие-то замены, пытался, знаете ли, жонглировать системами разными, пробовать разные объективы, компактные блинчики, в общем, чтобы это было и недорого, и как-то, может быть, с какими-то допущениями можно было попробовать заменить себе Ricoh GR, но все это было не то, это все какие-то суррогаты, совершенно не способные сравниться с идеальным, прекрасно сконструированным, настроенным под нормального человека нужды Ricoh GR третьим. До сих пор для меня, пожалуй, нет ничего лучше на роль камеры на каждый день, как говорят Everyday камера или EDC на Западе. Поэтому, пока я писал сценарий к этому ролику, я загорелся идеей снова вернуться к Ricoh GR третьему, собрал волю в кулак, продал несколько ненужных особо камер, пару-тройку ненужных объективов и купил себе опять Ricoh GR3. В этот раз это у меня еще и лимитированная версия Ricoh GR3 Street Edition. Он такой асфальтового цвета. И потратил на него довольно большую сумму, на самом деле, очень ощутимую. Эти деньги, на самом деле, можно было бы потратить на что-то более осмысленное, если бы я там был каким-нибудь бомбилой, может быть, какую-то, знаете, casual камеру, которая была бы такая более универсальная. И почему я, в общем-то, сделал выбор в пользу Ricoh GR 3, вместо того, чтобы купить даже какой-нибудь там полнокадровый беззеркальный фотоаппарат современный, я вот решил взять себе компакт 2018 года, да еще и какой-то лимитированный, совсем уж извращение, да. Во-первых, самое главное, это, конечно, то, что у меня просто душа просила, я люблю эту камеру, мне очень нравится ею пользоваться, в общем-то, я кайфую от того, как она задизайнена, это очень легкая и очень маленькая камера, прям предельно маленькая. Инженеры и дизайнеры реально корпели над тем, чтобы сделать ее как можно более компактной, ради компактности тут даже убрали встроенную вспышку, хотя у Ricoh GR 2 классная была, реально отличная вспышка, и очень жалко ее терять. Ну, да, как бы ничего страшного, у меня есть компактные какие-то вспышки типа FlashQ Q20, которые можно использовать, через Wi-Fi она работает, то есть ты вставляешь просто маленький совсем модуль такой в горячий башмак, и самой вспышкой можешь во второй руке просто ходить. Так что отчасти это решает вопрос, если тебе очень нужна съемка со вспышкой. Но в большинстве случаев ты все равно в дневное время снимаешь, а в ночи, если ты захочешь, то можно, в принципе, выдержку удлинить, так как здесь теперь есть стабилизатор. Недавно смотрел как раз-таки интервью с ведущим дизайнером Ricoh, и он как раз в нем рассказывал, что когда они проектировали Ricoh GR 3, они ориентировались все-таки на камеры с 1.1.7 матрицей, в частности на как раз GR4 Digital, про который я уже рассказывал. И да, действительно, потому что они были немножко расстроены из-за того, что при переходе на APS-C-матрицу им пришлось камеры сделать и шире, и несколько длиннее, несколько крупнее, чем им хотелось бы. Ну а в GR3 они еще хотели к тому же реализовать и стабилизатор на матрице трехосевой. Он примерно уровня такого же, как там, у К70, приблизительно. Да и матрица здесь, в общем-то, примерно как в К70, возможно, даже та же самая абсолютно. Не суть, в общем, здесь стаб есть, и он прям неплохо, и он очень хорошо отрабатывает. Как, собственно, хороша и матрица, которая стабилизирует этот стаб. Она, как я уже сказал, на 24 мегапикселя, без сглаживающего фильтра, то есть она офигенно резкая, у нее отличный динамический диапазон, в цветах и в тенях полно информации, у нее очень хорошие показатели ISO, до 3200 там все достаточно чистенько, после 3200, правда, тут уже включается какой-то программный шумодав, насколько я понимаю, потому что немножко акварелиться картинка начинает, до 3200 тут, в принципе, все прям окей, прям очень даже неплохо, реально уровень К70. На К70, кстати, у меня тоже
тоже есть обзор на канале, если не видели, можете посмотреть. Цвет из камеры отличный, он такой, знаете, аккуратный и нейтральный, то есть без каких-то там перекосов в тепло, в холод или еще куда-то там. Он просто реально аккуратненький такой, близкий достаточно к тому, что было в реальности, но чуть более тусклый по умолчанию. Это я про RAW говорю, конечно же. RAW, DNG-файлы прям очень гибкие, они очень хорошо настраиваются. Но хочу также отметить, что и JPEG здесь очень красивые, профили всякие такие а-ля под пленочку здесь очень круто реализованы, у них очень глубокие настройки. И даже при всей моей нелюбви к JPEG я не могу не сказать, что никакой Fujifilm, никакая лейка с Ricoh GR по качеству вот этих профилей ну просто не может сравниться. У Ricoh GR3 также появилось очень много нововведений, у него убрали авторежим зелененький, да, здесь нет авторежима, здесь только какие-то программные есть режимы и мануальные, соответственно. Также у него сделали сенсорный теперь экран, что очень удобно, потому что, ну, чтобы не перефокусироваться постоянно, фокусируясь по одной точке, там, как дурачок припадочный, можно просто ткнуть в экран, куда тебе надо. Это прям упрощает и ускоряет, опять же, да, процесс съемки. И здесь появилось также определение лиц, что тоже довольно неплохо, причем оно довольно хорошо работает. Гибридная система фокусировки здесь также появилась, на матрице здесь и контрастные датчики, и фазовые присутствуют. И оптическую схему объектива также переделали, так чтобы он стал чуть короче, чтобы он меньше выдвигался при включении. И также параллельно еще сделали возможность фокусироваться гораздо ближе. Теперь можно сфокусироваться в макрорежиме с 6 сантиметров аж. И просто вот сейчас представьте, у вас в карман рубашки помещающаяся реально по-настоящему карманная камера, но при этом у нее APS-C-сенсор офигенно резкий, на 24 мегапикселя, без сглаживающего фильтра, с матричной стабилизацией, с охуенным динамическим диапазоном и с отличным цветом. Чего, в общем, еще тебе надо. Единственное, что у GR3 может реально начать раздражать, это маленькая батарейка. Аккумулятор здесь действительно очень дохленький, его хватает всего лишь, ну, порядка 200 снимков, наверное, можно с него сделать. Поэтому, если ты собираешься где-то продолжительно снимать, на целый день уйти, то тебе может его не хватить, поэтому нужно... Вот что я тоже не очень люблю, но придется таскать с собой дополнительные какие-то аккумуляторы или постоянно подзаряжать ее через Powerbank. А теперь это, кстати, возможно сделать, потому что у камеры теперь разъем USB Type-C, и можно через Powerbank достаточно оперативненько, кстати говоря, ее подзаряжать. Ну и суммируя все вышесказанное, даже в 2023 году, спустя 5 лет после выхода, у Ricoh GR 3 нет по-настоящему никаких особо конкурентов. Это просто реально крутой шедевр, и мы ждем сейчас, наверное, все, замерев, да, что же там они сделают в Ricoh GR 4 каком-нибудь, если он в ближайшее время какое-то появится, я очень надеюсь на это. Но пока что вот это просто топовая, лучшая камера из всех, что имеются вот таких вот подобных компактных. Лучше ее просто пока что ничего не изобретено. Эта камера в своем сегменте по-настоящему номер один, и она способна дарить какие-то огромные просто просторы для творческой реализации, и в принципе она и как обычная камера-записная книжка хорошо подходит для каких-то каждодневных нужд. Это гораздо лучше, чем какой-нибудь обоссанный смартфон, она просто его превосходит во всех аспектах, за какие только не возьмись. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение о немногочисленных компактах с эквивалентом 28 мм, с APS-C-матрицами. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какой у вас опыт использования подобных камер. Делитесь, да, своими тоже мнениями, своими впечатлениями. Не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны по какой-то причине. Ставьте лайки, это помогает продвижению роликов. Также обратите внимание, что по ссылочкам в описании можно перейти в разные места. У меня там есть соцсети, можно на них подписаться. У меня есть там телеграм-канал довольно интересный, куда я выкладываю всякие фоточки свежие, когда я что-то снимаю. Потому что, ну, на ютубе там, когда там будет ролик какой-нибудь готов, а там я, собственно, выкладываю фотки и спойлерю, что я там вообще обозреваю, и много примеров можно увидеть, да и мобилографию там я скидываю, можете сами туда тоже мне в комментариях что-нибудь покидать, мы посмотрим, полюбуемся, может быть, вы что-то красивое там и удивительное сняли. В общем, также там по ссылкам есть Donation Alerts и возможность подписаться на мой Boosty. Я желаю всем хороших снимков и до новых встреч, пока!